Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Голову не сильно мне подрезает? Нет, не сильно. С вами снова я, Николай, и посмотрите на эту роскошь. Просто, на мой взгляд, не знаю, сколько передает камера, потрясающий антуриум. Смотрите, какие у него прекрасные листья. Он похож на пластиковое растение, если его вот так посмотреть. Видите, какие у него листья? Видите? Они у него практически не черные, а темно-темно-зеленые. Вот молодой лист выходит светло-зеленым. Чем-то он напоминает мне замиокулькас в этом плане. И постепенно, видите, он начинает чернеть, этот лист, темнеть. Называется данный сорт, если я не ошибаюсь, поправьте, знатоки, если у кого есть такой антуриум. Было несколько названий, мы с подругой искали. Было несколько на него названий, но мы сошлись, что это филодендрум Black Beauty, черная красота. И это реально на него очень похоже, на данный сорт. Горшок у него просто нереально распирает. Вы видите, как его распирает корни. Корни у него мощнейшие, жирные. Очень интересный цвет черешка. Посмотрите, такой фиолетово-бордовый какой-то, очень интересный. Листья ланцевидной формы, очень жесткие. Такие, знаете, как каучуковые. Очень-очень красивые. Корни выпирают. Даже придется, возможно, несколько корней сломать, потому что очень они оплели нижнюю часть. Но аккуратно постараюсь все это снять. И сейчас я его буду пересаживать. Данный антуриум, вы знаете, я его в одном из видео показывал. Пока я режу горшок, буду его резать, даже не буду пытаться доставать как-то. Буду сразу резать. Показывал фотографии, вставлял этого антуриума, говоря о том, что вот я вижу растение, сдерживаюсь, но вы знаете, я его увидел и про него продолжил думать. И думал, и думал, и думал, и думал, что вот какой же красивый антуриум, а мне бы он подошел. Я для него даже визуально нашел место. Я так в последнее время делаю, если я хочу завести какой-то такой, кстати, вам совет. Если вы хотите завести какое-то новое растение, представьте для него сначала место, да, где оно у вас будет стоять. Не так, что сначала купили, а потом куда это ставить, да, нет места, негде ставить. А именно сначала найдите место, да, представьте, какие условия будут у растения, и после этого покупайте. Я, в общем, да, подумал, переспал с этой мыслью неделю. Боже мой, какие корни. Я таких корней, мне кажется, в жизни не видел даже. Я вам сейчас покажу. Просто нереальная мощь. Я его сильно распутывать, тревожить не буду, да, но тут прям очень как-то все жестко. Надо будет сейчас аккуратно с нижней частью поработать, чтобы сильно не переломать. Вот аккуратно я вытащу. Вот так, давай, дорогой, вот тут, оп, смогли вытащить. Смотрите, вышел очень даже легко. Правда, рука вся грязная теперь. Но это какой-то нереальный, просто фантастик. Смотрите, какие корни. Это просто как камень. Я сейчас даже пытаться что-то там распутывать, рассоединять, даже не буду пытаться. Я ему взял горшочек, не намного, честно скажу, больше, чем у него был. Мы не сравнили изначально, но вот такой горшок. Вот такое растение. И плюс у горшка еще пара сантиметров, вы можете видеть, да, у него отступление. То есть такой горшок с обманкой. То есть несколько сантиметров. То есть фактически он не особо разница есть, но она есть. Поэтому я не хочу его сажать сильно большой горшок. Раз он так прекрасно себя чувствует и растет в таком состоянии, я думаю, добавив ему свежего грунта, вы знаете, у него даже растет здесь какой-то красивый мох сверху. Я тоже этот мох не хочу трогать, почему-то он мне так нравится визуально. Мне кажется, придает ему какого-то такого, знаете, прям шарма. Смотрите, какой мох, видите? Какой прикольный. Поэтому его буду сажать прямо вместе с этим мхом. Давайте уберем старый горшочек, отломленный антуриум, поставим здесь. И знаете, я долго на него смотрел, я его сразу обработал препаратом моим, да, от всяких такой инсектицид, акарицид, который я покупаю здесь, он на масле, на основе масла рапсового и экстракта хризантемы. То есть очень-очень легкий в плане вреда, да, для растений и для человека вообще не вредный инсектицид, акарицид. И я его сразу протер, на всякий случай, да, чтобы не было никаких там клещей на нем, еще что-то. Но листья по виду чистые абсолютно, потрясающие. Вы знаете, на него смотрю, я просто в восторге. На фоне моих в основном пестрых растений он просто будет каким-то, вы знаете, таким нереальным красавцем. Я замешал для него грунт. Опять-таки грунт здесь я взял для суккулентов грунт, потому что в нем достаточно хорошее количество песка, немного вулканической лавы. Взял кору,
для орхидей, которая используется, да, так я покажу поближе, перлит и буквально чуть-чуть керамзита. То есть антуриумы это такие растения, несмотря на то, что данный антуриум видно, что он был залит, корни его напитаны, да, но в целом антуриумы, они не любят чрезмерный полив, как и большинство ароидных. Им нужно давать просушку между поливами, да, чтобы не было такого застоя, что они как в болоте сидят, потому что они очень легко, смотрите, он даже не встает в этот горшок. Возможно, мне надо будет сейчас поискать горшок, у которого нет этого желобка, потому что я насыпал реально 2 сантиметра свежего грунта. Ну-ка, сейчас он встанет, и он просто в него не встает, в этот горшок. Так, в такой он встает, горшок. Вот так, если его... Ну ничего, свежий какой-то грунт есть на донышке. Или все-таки поискать. Сейчас я поищу ему горшочек попросторнее, наверное. Или нет? Нет, пусть растет так. Не хочу его слишком сажать в большой горшок. Пусть будет в этом горшке. Хотя нет, сейчас я поищу. Все-таки поищу, чтобы я был точно уверен, что это ему горшок подходит. Может быть, есть какой-нибудь у меня буквально на пару, да, сантиметриков поглубже. Сейчас приду. Да, друзья, вы знаете, я возьму вот этот горшок, смотрите, он практически как этот. То есть фактически мы выигрываем 3 сантиметра здесь в глубину, и он немного пошире. Поэтому я думаю, ему будет комфортней, потому что смысл просто переставить из одного горшка в другой, не добавив совершенно ничего, никакого питания, абсолютно никакого места для роста. Хотя брать сильно большие горшки, так сказать, на вырос тоже абсолютно я не рекомендую. Иногда я так делаю, признаюсь, если у меня за мной такой грешок. Но иногда я потом об этом жалею, да, потому что бывают проблемы при росте. Растения, в целом ароидные, в большинстве своем любят тесные горшки. И хорошо себя чувствуют в горшках с небольшим количеством свежего грунта, да, при пересадке дополнительно. Смотрите, вот так вот он встал. Вот так он встал. Да, в этом горшочке ему будет явно попросторнее, получше и покомфортнее. И сейчас я буду подсыпать оставшееся количество грунта. Да, вот так. Стал он хорошо? Да. Или даже можно еще капельку добавить. Не буду жадничать. В том плане, что увеличивая размер горшка, пусть он свои корешки немного расправит при желании в свежем грунте. Да, удивительное растение. Я его увидел, когда подумал, что ай, какая же красота неземная. Хотя, вы знаете, вроде простое растение, но в жизни он смотрится просто потрясающе. Вот эти его такие глянцевые темные листья. Я вообще люблю растения с темными листьями, как, например, Замиокулькас рейвен мне очень нравится, да. Это смотрится очень и очень красиво. У него они не настолько черные, и я видел в садовом, там было еще несколько растений, и мох засыпался весь. Но он, если захочет, можно его и убрать, в принципе, этот мох. Или нет? Что-то сегодня у меня очень много сомнений по поводу того, как посадить растение. Вот я немножечко оставлю этого мха. Пусть он, если хочет, разрастается. Да, здесь у нас вокруг. Я его купил сегодня. И, конечно, это такое наслаждение. Но наслаждение еще от того, что я знаю, где я его поставлю. Вы знаете, у меня еще отправилось... Почему я поехал в Садовый? У меня еще отправилось на тот свет 3 пеперомии. Увы и ах. Я понял, что я больше их не завожу. Потому что любит их очень сильно трипс. Да? Он у меня периодически бывает. Но вот мой препарат, он хорошо помогает от него. Поэтому я сильно не страдаю в плане с ароидными, например, да? Потому что трипс, он в голодную зиму и на сансеверии нападает. Но сансеверии я вообще просто обрызгиваю спиртом. Если появляется трипс в каком-то месте, он исчезает вмиг. А вот с ароидными я работаю с этим моим препаратом на масляной основе, который прекрасно помогает, и он долго потом защищает их. А вот с пеперомиями не пошло. И вот как я их обработал, так у меня начались с ними проблемы. И вот сегодня я опять проверил, и 3, вот знаете, все вот такие мягкие. Все у них там подгнило от этого масла. Как я не старался, я их потом даже пытался промывать. И я решил, что вот я убрал еще 3. У меня осталось 4 или 5, по-моему, пеперомий. Причем остались только жесткие сорта, которые трипс, слава богу, не нравятся ему они. Да, он их не ест. И я думаю, на этом пеперомии я буду на них просто смотреть со стороны, потому что покупать, чтобы потом их выкидывать, потому что их жирает какой-то подлец непонятный, да, тоже я не вижу в этом большого смысла. Ну, в общем, я немного расстроился от этого, что мне не люблю выкидывать растения, крайне редко у меня такое бывает, что я не справляюсь с уходом и приходится выкидывать. Обычно я все-таки нахожу какой-то общий язык рано или поздно с растениями.
А тут вот совсем не пошло, и жаль было. Поэтому я думаю, поеду я себя, может быть, чем-то порадую. И порадовал. Знаете, да так порадовал, что прям радости полные штаны теперь у меня. Да? Так. Все очень красиво. Корни. Потрясающие корни. Получается такая быстренькая пересадочка экспресс. Чисто с вами повидаться. Я за вами тоже соскучилась иногда за вашими комментариями, поэтому пишите, не стесняйтесь. Пишите, не стесняйтесь, да, мне приятно их почитать. Часто пишите очень много добрых, хороших слов. Такие, знаете, приятные, добрые люди зачастую пишут комментарии, поэтому думаю, да, сниму видео, покажу, что я пересадил вместе с вами, с моими друзьями, со зрителями. Все, в целом я его пересадил. Вы знаете, поливать я его не буду. Как я уже сказал, корни у него очень напитаны водой. А грунт, в котором он шел, я его даже не стал убирать, да, потому что там и грунта нет. Зачастую такое бывает, что крупномеры, да, растения, когда они разрастаются, они вытесняют, съедают, грубо говоря, грунт, субстрат, который находится в горшке. Поэтому я его просто вот так посадил, и теперь я даже не знаю, когда я его полью, может, дней через 5 по весу проверю. Вот сейчас я чувствую, он прям такой тяжеленький. Когда он станет полегче, да, тогда я его полью. Потому что пока, да даже не день, через 5 дней, вот такое, как он был, видели, состояние, да, напитанные, абсолютно жирные корни, неделю, а то и больше может простоять. Кстати, у него корни очень похожи на корни хлорофитума. Я подружился с хлорофитумом, потому что я его теперь поливаю крайне редко. Раз в неделю небольшим количеством воды, и на работе у меня хлорофитум даже перестал сушить кончики. Раньше он постоянно их там желтел, чернил, теперь он их не сушит абсолютно. То есть я подружился с хлорофитумом, человек, который считал, что хлорофитум его ненавидит всеми фибрами души. Вот, смотрите, вот такой у меня финальный результат. Сейчас я вам покажу на полу. Это достаточно крупный. Насколько он лучше заиграл в белом горшке. Да, посмотрите, какая фактурность, текстура. Это просто какой-то шедевр природной архитектуры. Я прям в восторге от данного растения. Великолепное растение, филодендрум, антуриум, как я уже сказал, Black Beauty. Если у вас есть другое название, напишите. Сейчас я вам покажу уже без меня чисто его красоту, как он стоит. Да? Но это не на его месте, а вот просто покажу его так фасадно. Сейчас покажу. Смотрите, друзья, вот он. Вот он, красавчик. Потрясающий. Потрясающие листья. Смотрите. Видите, какой цвет? Они начинают темнеть. То есть светлый листик выходит зеленым. А потом он становится темно-зеленым, таким, с немного черной, какой-то как припудренной окантовкой. Смотрите, какой красивый. Да? Очень необычный. Причем даже на свет, вот так, смотрите, видите, вот тут он абсолютно черный. Видите, вот так он абсолютно черный. Когда на свету он кажется зеленее. Вот видите? Точный рейвен. Да? Такой вот красавец. Удивительное растение. Очень мне понравился. Буду смотреть, как он растет. Конечно, цветения я от него не жду в плане декоративного, оно мне не надо. У него его и не будет, да, как у большинства антуриумов, которые вот такие с красивой листвой, у них цветение так себе. Но визуально, эстетически это просто шедевр. Все, друзья, спасибо всем, кто был со мной. Подписывайтесь на канал, не забывайте, если смотрите просто так. Чего вы не подписываетесь? Давайте, присоединяйтесь к нам. Ставьте лайки при желании. Заходите ко мне в Instagram. Nico and Jungle, там бывает много информации. Не информации, а много всяких там сторис я выкладываю, которые я не выкладываю на YouTube. И в целом много различных фотографий, тоже которые на YouTube не показываются. Все, и берегите себя. Все у вас будет хорошо. До новых встреч. Пока-пока.